началом работы обязательно укройте все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. Декоративная штукатурка, которую я буду создавать сегодня, подходит для сухих и влажных помещений, в том числе и для наружных работ, так как использовать я буду плиточный цементный клей. Я его уже развела с водой, и он готов к применению. Для нанесения потребуется кельма и шпатель. Наношу плиточный клей в толщину около 5 мм. Работая на большой стене, заполняем несколько метров квадратных. Далее берем обычную хозяйственную щетку с жестким ворсом. И при помощи нее делаем царапины на поверхности. Закончили со щеткой. Теперь берем структурный валик и проходим по всей поверхности. Если у вас рисунок не формируется, значит, скорее всего, плиточный клей начинает подсыхать. Его необходимо увлажнить при помощи распылителя и продолжать формирование рисунка дальше. Закончили с нанесением первого слоя. Теперь дадим поверхности полностью высохнуть в течение суток. Плиточный клей полностью высох. Далее на нем будем создавать подтеки при помощи цветной грунтовки. Для начала грунтовку необходимо отколеровать. Пигмента я добавила примерно 5% от объема грунтовки. Далее на бутылку надеваю распылитель. Также потребуется пластиковый лист. Можно использовать обычную папку. Хорошенько перемешали колер в бутылке. И начинаем распрыскивать таким образом, попадая на пластиковый лист. Далее переставляем. Берем следующий оттенок. Закончили с двумя цветами. Теперь берем самый последний, светлый. Добавляю самый светлый зеленый цвет там, где уже есть более темный. Важный момент. Убирайте пластиковый лист, протягивая его вверх.
Закончили нанесение грунтовки. Теперь дадим ей полностью высохнуть в течение 1,5–2 часов. Если вы хотите в такой же технике сделать эффект ржавчины, то необходимо точно так же развести медную краску с грунтовкой и добавить поверх рыжих пятен. Цветная грунтовка полностью высохла. Далее на ней буду делать островки при помощи того же плиточного клея и белой финишной шпаклевки на основе цемента. Наносить я их буду при помощи широкого шпателя. Набираю шпаклевку и сюда же клей. При помощи шпателя перемешиваю материал прямо на кельме. И этим недомесом делаю островки. Наношу материал на те места, где мне не нравится, как легли подтеки. Стараюсь сделать островки не очень крупными. В дальнейшем при желании их всегда можно добавить. С островками закончили, дадим им полностью высохнуть. Поверхность наша полностью высохла. Далее необходимо нанести защитный слой лака. Я буду использовать лак по камню торговой марки Парад. Он подходит для внутренних и наружных работ. Набираю на валик. Лак необходимо нанести в 2 слоя с межслойной сушкой в 4 часа. Нанесли лак на всю поверхность, он придал эффект мокрого камня. Далее я сниму скотч с краев образца и подведу итоги. Главная задача подобного декора – это приковать внимание всех людей, находящихся в помещении, и вызвать сильные эмоции. Никакой речи о том, чтобы гармонично вписаться в какой-либо более или менее классический интерьер, не идет. Это скорее протест против всего стандартного и привычного. Удивление, восторг, негодование и ужас – вот что должно возникать при встрече с лохнесским чудовищем. Яркие эмоции рождают интерес к подобным элементам интерьера и остаются в памяти на долгие годы. Рядом с чем-то необычным хочется сделать фото и поделиться им с друзьями. Поэтому такой яркий и запоминающийся декор отлично подойдет для кафе или бара. Подобный вариант можно использовать в качестве акцентной стены. Она выступит в роли антагониста по отношению к привычным деталям интерьера.
За счет этого диссонанса проявляются естественные свойства простых вещей, которые незаметны в обычной обстановке, а общий стиль интерьера воспринимается более целостным. Этот простой и недорогой вариант декоративной штукатурки в стиле лофт подойдет не всем, но кто-то ищет именно такой. А на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Удачи вам и здоровья!